Всем здравствуйте! Сегодня у нас будет гайд на тему того, как играть за Советский Союз. Давайте начнем. Во-первых, мы выделяем все неприкрепленные дивизии и заставляем их тренироваться. Также, если кто заботится о том, чтобы его армия хорошо атаковала, назначаем командиров и фельдмаршалов. Разделяем их на 24 секции. Я вот лично делаю, вот просто разделяю их и потом рассортирую. Так, берем для всех наших новосозданных армий генералов. И теперь мы должны назначить их по фронтам. Я лично делаю это как? Если мне нужно завоевать какую-либо страну, допустим, ту же Польшу, я ставлю группу армий туда и компрометирую на нее, скажем так, цель войны. А вторая группа армии, она просто занимается тем, что будет защищать наши границы. В нашем случае Япония будет проводить атаку на реке Хасан, поэтому я направляю туда большую часть своих дивизий, чтобы они охраняли границы с Японией. Это у нас получается главная группа армии, а это резервная будет. Потом, кому интересно, вы можете в дальнейшем поставить заводики, куда вам угодно. Это вот, допустим, балансно поставлю заводы, чтобы производили все. И нам нужно выбрать прямо сейчас. Большую чистку мы оставляем на потом, так как это нам очень много генералов, скажем так, убивает. И значит, завершаем пятилетку, чтобы развить наше индустриальное общество. Мы начинаем с того, что мы строим фабрики в тех районах, у которых очень хорошая инфраструктура, чтобы они быстрее строились. Вот, допустим, та же Москва у нас и еще некоторые городишки, у которых хорошая инфраструктура. Но, как вы видите, у нас почти что везде 50, только в некоторых районах, например, в Харькове 70. Так что тут надо выбирать с умом. Вот, допустим, мы поставили, у нас оно скоро будет. Выбираем следующее исследование. Я, конечно, рекомендую вам сразу качать компьютеры и основные базовые промышленные исследования. Но надо сначала, мне кажется, скажем так, изучать пулеметы, вот эти вот начальная ветка исследований, которые вот здесь у нас находится, чтобы потом не исследовать, не тратить очки исследований, ячейки. По возможности, если нам позволяют фабрики, то мы будем закупать недостающие нам материалы и запускаем время. Все дивизии стягиваются, куда я их назначил. Это в нашем случае Япония и Польша. И смотрим сначала снаряжение, чего нам не хватает. Ага, у нас очень сильно страдает пехотка. Так что нам нужно снизить приоритет для некоторых позиций, которые мы выбрали, и отдать почти что все заводы на решение данной проблемы. Вот, и через несколько десятков дней, недель у вас все будет отлично, и недостаток вооружений будет заменен благополучно. Тут, в общем, если вы знаете историю, то тут можно все предугадать. Вот, в особенности нужно защищать те фронты, которые у вас будут новые. Например, когда вы поделите Польшу, там нужно сразу начать строить укрепления, потому что враг на вас нападет неожиданно, а вы не будете подготовлены. Вот мы тренируем генералов и... Нет, мы тренируем армию для того, чтобы у нас было больше очков опыта армии. Очки опыта армии позволяют нам делать хорошенькие шаблоны дивизий, которых, как вы видите, здесь очень много. И как я вот играю через шаблоны. Шаблоны очень важны для дивизий. Допустим, у вас есть стандартная пехотная дивизия. 9 касочек и 1 поддержка арты. Я вот как лично играю. Я ставлю здесь арту. Это называется шаблон 7×2. Ширина фронта тоже очень важна, так как из-за нее зависит, когда ваша дивизия вступит в бой. В нашем случае ширина фронта при таком раскладе событий 20.
Но, как видите, для того, чтобы применить новые нововведения, нам нужен опыт армии, которого у нас нет. Благодаря тому, что мы тренируем армию данную, которая у нас есть, у нас постепенно будет накапливаться опыт армии, что позволит нам сделать дивизию более бронебойной, прорывной, и противотанковой, и противопехотной, и так далее. В общем, что зависит от фокусов, получается, как вы видите, строить заводы при нашем, скажем так, строительстве очень трудозатратно и трудоемко. Потому что, как видите, они будут... один завод будет готов только 1 мая, а сейчас только 12 марта, через 2 месяца. Поэтому нам нужно качать как можно быстрее промышленность, чтобы быстрее обогнать врага, и тем самым сделать побольше вооружений, фабрик, чтобы мы могли строить. За Советский Союз легко играть, на самом деле, у вас есть союзники хорошие, сразу поддержка войны хорошая, скажем так, начинается. И, что немаловажно, у нас есть сразу некоторые фокусы, которые у нас и снижают стабильность, или наоборот повышают то, что у нас не будет государственного переворота. Когда вы накопите политическую власть, это тоже очень важно, которая зависит от стабильности и от фокусов, вы должны будете сменить экономику обязательно на которая у вас доступна последняя. Так как вы видите, у нас фабрики, производящие товары народного потребления, в случае, если мы выберем военную экономику, будут 20%, а сейчас у нас они 35%. Это нам говорит о том, что у нас очень слабая экономика, и то, что большая часть фабрик ходит на потребительские товары. Для того, чтобы такого не было, мы должны сразу заменить их на более хорошие, скажем так, ячейки, которые нам предлагают. И тогда у нас не будет уже, например, 33, а будет это 10. Тогда мы сможем больше фабрик выделять на строительство, которое у нас здесь запланировано. Что то же самое дает буст вам к вашему развитию. Вторая ячейка — это экспорт. В нашем Советском Союзе сразу приоритет экспорт дается. Но я всегда предпочитаю брать для таких больших стран, как Советский Союз, с его богатыми резервами. Ну, вы знаете, из уроков географии, какие у нас там резервы. Брать сразу закрытую экономику, так как у нас никакие ресурсы не будут экспортироваться и импортироваться. Точнее, импортироваться будут, если вы будете закупать ресурсы у других стран. Вот, например, немножко отвлечемся. Вот для той страны, которую называют Швейцарией, лучше брать открытую экономику, которая будет у нас, считайте, единственным путем к развитию государства. Потому что, вот, например, у Швейцарии очень мало заводов. И для того, чтобы у нее были, ей нужно продавать ресурсы. Сама торговля зависит от того, сколько у вас ресов и сколько вам предлагают. Одна единица завода предоставляет нам 8 единиц ресурса. То есть мы сейчас экспортируем в нашем случае 217 единиц стали и получаем за это очень много фабрик, скажем так, и примерно 20-30 фабрик. Ну вот у нас тут указано 47. 47 фабрик мы получаем исключительно из-за экспорта. Это тоже у нас, скажем так, дает нам большой буст к развитию. Получается, тоже зависит от идеологии, как мы будем развиваться. Вот в нашем случае коммунизм. Коммунизм и фашизм — это самые крутые идеологии, которые даются нам в этой игре, что позволяет нам быстренько фабриковать цели войны против других стран и иметь очень хорошую стабильность и военную поддержку. Что, в свою очередь, как вы слышали от меня несколько раз, дает нам, скажем так, буст. Так, идем к первой ячейке. Это у нас законы о призыве. Нам нужно брать такие законы, которые не будут нам давать особых дебафов и давать очень хорошие людские ресурсы. Людские ресурсы, это которые мы имеем, это наши солдаты, которые могут в любой момент заступить на поле боя.
Вот в нашем случае у нас есть только добровольцы. Я вот всегда планирую брать, если я произвожу очень много дивизий, то я планирую брать только ограниченный призыв. Но если уж у вас маленькая страна, например, как Литва, то лучше уж берите максимальный, потому что в таких странах, как Литва, очень мало людских ресурсов. В нашем Советском Союзе очень много дивизий, так что я беру в расширенный призыв. Обязательно служба я не хочу брать, потому что тут у нас очень много дебафов, которые нам не помогают, наоборот, развиваться. Политические советники. Берите тех советников, которые у нас не повышают коммунизм или другие, по вашему выбору, идеологии, а сразу какие-нибудь тех, которые дают буст. Да, но не рекомендую вам брать Вячеслава Молотова, так как он просто, считайте, дает нам ненужную вещь. Лучше вот любимец народа или капитан индустрии. Вот любимец народа, он нам подойдет, так как он повышает нашу стабильность. А стабильность повышает нашу политическую власть, так что это нам очень нужно. Со временем вы будете накапливать политическую власть, у меня это все разблокируется, и у вас тоже, в том числе. Сразу, наверное, вы должны брать теоретиков войны. Нет, теоретиков просто. Которые будут вам давать опыт армии или других, скажем так, организаций военных. Берите Бориса Шапошникова, потому что он будет давать опыт, и вы, как вы меня слышали, будем развивать планы дивизий. В общем, получается, что еще хочу сказать. Если вы, например, завоюете Польшу без специального фокуса, то она не будет считаться у вас национальной территорией, так что и вы будете, у вас будут несколько дебафов. Это подавление, это сопротивление и то, что у вас не будут поступать оттуда ресурсы и людские ресурсы. Так что лучше наращивайте армию, которая у вас будет. И если у вас недостаток снаряжения, то это будет очень плохо. Так как вы не сможете удержать провинцию и государство. И оно восстанет в скором времени. Так что все будет коту под хвост. Как мы видим, у нас есть события и решения, в которых мы можем повлиять на ход развития событий. В моем случае я не беру обещания мира, всякие рейды. Я беру только всякие военные подготовки и пропаганды. И те, которые снижают у нас фабрики народного потребления. Что очень хорошо. У вас оно вот тут будете, если вы наведетесь, то у вас тут минус 5% фабрики народного потребления будет. Советую очень сильно прожимать, как будет по возможности. Потому что эти фабрики будут вам давать нехилый буст при такой экономике, которой у нас очень много заводов, но немногие у нас используются. Ну, получается, у нас Советский Союз сразу состоит в альянсе Коминтерн, который он является по совместительству его лидером. У вас в альянсе будет Танну-Тува и Монголия. Танну-Туву вы в скором времени можете аннексировать по фокусам. Пользуйтесь их границами, чтобы там в своих, скажем так, интересах завоевывать или обороняться наоборот. И всегда берите на ленд-лиз своих союзников. Потому что это будет очень хорошо, если вы будете его брать. Что насчет фокусов? У нас есть большая ветка фокусов для Советского Союза, она проработанная. Сейчас мы находимся на ванильной версии без DLC в нашем моменте. И вот что я вам рекомендую. Я вам рекомендую сразу брать ячейки для исследования, которые нам дают вот этот и вот этот фокусы. После того, как у вас будет очень скоро, скажем так, уведомление в том, что у ваших генерала могут начать восстание, вы сразу берите большую чистку, чтобы такого не произошло. Но если вы не возьмете большую чистку, то вы будете воевать с восставшей Российской империей. Но она не будет такой сильной, но все же, скажем так, ваши людские ресурсы потрепает.
Вот здесь у нас есть иконки, которые помогают нам ориентироваться в фокусах, например, промышленность, исследование и политика. Но все же берите сначала вот эту ветку фокусов. Эвакуацию не советую брать, потому что если будете следовать моим советам, то у вас и будет там, как будто рейх идет до Москвы. Берите то, которые будут давать вам нехилый буст, например, вот, тут тоже вот эту. И вот, которые ячейки на инфраструктуру и развитие строительства. В общем, следите за своими параметрами. Очень важна стабильность и поддержка войны, которая в Советском Союзе очень хромает. И следите за тем, чтобы у вас доставало нефти и резины. В основном ключе. А так, если будете за всем следить, докупать ресурсы, которые вам нужны, тогда у вас проблем не будет. В общем, я вам, надеюсь, все внятно объяснил. Если будете играть за Советский Союз, то держите очень сильную оборону. Если что, можете у товарищей посмотреть других, как конструировать дивизии и какие у них еще есть, скажем так, другие конструкторы дивизий, которые они используют. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, вы все поняли. Это был маленький гайд по Советскому Союзу. Всем до свидания.